Детская коляска, которая скатывается по ступеням Одесской лестницы. Ветви деревьев, тянущиеся к лицу мертвого комсомольца. Большой театр, сложенный пополам. Эти кадры созданы, чтобы врезаться в память. За первые десятилетия советский кинематограф проделал невероятный путь от полной разрухи до всемирного успеха и подарил зрителям визуальные образы на все времена. Этот период принято считать авангардом, временем смелых экспериментов и новаторских приемов, когда кино было очень молодо, а любое госзадание воспринималось как вызов. Продолжалась эта эпоха от начала 20-х до середины 30-х, однако с ее последствиями каждый из нас сталкивается до сих пор. Серьезно, как выглядел бы кинематограф, если бы не было киноавангарда? До того, как Стивен Спилберг показал в списке Шиндлера девочку в красном пальто, Сергей Эйзенштейн поражал современников красным флагом в броненосце Потемкине. Без монтажных экспериментов советских режиссеров 20-х годов не было бы ни пламенных документальных фильмов Майкла Мура, ни эффектной драматургии битв «Мстителей», ни сбивающего с толку контраста между изображением и музыкой в «Бешеных псах». Так чем был советский киноавангард 20-х годов? Дерзкой попыткой создать что-то совсем новое? Пропагандой? Или странным развлечением для кучки синефилов? Как и в случае с французской новой волной, мы не всегда можем точно определить границы авангарда, однако он до сих пор остается одним из самых влиятельных течений в истории мирового кино. Почему? Об этом мы расскажем вам во второй серии нашего цикла видеоэссе по истории отечественного кино. До революции одним из главных жанров была салонная мелодрама. В этих фильмах блистали Вера Каралли или Вера Холодная. Прекрасная и отстраненная дева, чья жизнь на экране проходила в любовных страданиях и завершалась неминуемой смертью. Медленные панорамы, длинные кадры, общие и средние планы, колонны – все то, что могло привлечь в искусстве периода модерна и отвлечь от серой реальности. После 1917 года все эти частные драмы с названиями вроде «Сумерки женской души» или «Счастье вечной ночи» выглядели, если не совсем неуместно, то как-то старомодно. Если в последние годы Первой мировой войны они еще привлекали зрителей, то после революции в мир кино окончательно ворвалась жестокая действительность. В стране бушевала гражданская война, пленки не хватало. И большинство киностудий перебрались на юг бывшей Российской империи, на территории белых, которые противостояли пришедшим к власти большевикам. Об этом периоде позже снимет «Рабу любви» Никита Михалков, очень точно ухватив и сложности кинопроизводства в эпоху перемен, и трагическую неуместность старых кинозвезд и сюжетов в новой реальности. В 1919 году большевики национализируют кинематограф. 27 августа – день рождения советского кино. Новому правительству во главе с Владимиром Лениным кино было нужно для агитации и пропаганды, а заодно для фиксации бурных событий эпохи. Как объяснить максимально доступно выгоды коммунального жилья жителям в основном неграмотной страны? Разумеется, снять полуигровой фильм «Уплотнение». В нем в квартиру интеллигентного профессора подселили семью слесаря. Заканчивалось все это мирно. Сын профессора влюблялся в дочь слесаря, а сам профессор начинал читать лекции рабочим. В авангард кинопроизводства выдвигаются документалисты, среди которых выделяется Дзига Вертов. Он становится автором первого советского киножурнала «Кинонеделя». Уже в 22 Вертов создает полнометражный документальный фильм о 1917 годе и, вероятно, первый полнометражный документальный фильм в истории – двухчасовую годовщину революции, в которой он собирает из разрозненных кусков кинохроники монументальное полотно о пришествии большевиков к власти. Здесь монтаж пока что не поэтическое переосмысление реальности, а просто последовательность событий и героев. Вот Ленин, вот Троцкий, вот Керенский, еще не знает, что его ждет. Сталина нигде не видно, а его решающей роли в русской революции расскажут позже уже художественными средствами.
Игрового кино в первые годы советской власти снимают очень мало. Пленка в дефиците, да и с кадрами есть проблемы. Дореволюционные авторы либо умерли, либо за редкими исключениями уехали в эмиграцию. На пустующие киноплощадки должны были прийти новые лица, и они появились. Кем же были первые режиссеры советского кино, эти юные реформаторы киноязыка? После революции в кино приходят очень молодые люди. Сергею Эйзенштейну, когда он снял свой дебют «Стачку», было 26 лет. Всеволоду Пудовкину – 28. Григорию Козинцеву – 19. Леониду Траубергу – 22. Их привлекали футуризм, цирк, американское кино – все то, что сейчас пошло бы по ведомству массовой культуры. Представьте себе российский кинематограф, из которого сбежали Михалков и Звягинцев, а власть захватили 20-летние мальчишки и девчонки с упоением смотрящие детективные веб-сериалы и фильмы по комиксам. Кино в то время было такой же новомодной игрушкой, которую мало кто воспринимал всерьез. Дети дворян, мещан, крестьян, выходцы из еврейских местечек, все эти очень разные по происхождению юноши и девушки хотели создавать что-то новое. Всем им не нравился старый официоз, визуальным образом которого выступали монументальные здания и величественные памятники. А революция звучала как свобода. Желая построить новый мир, они придумали новый язык кино. Что повлияло на их развитие как авторов? Во-первых, театр. Авангардный, экспериментальный, площадной. Многие вдохновлялись им в начале пути. А первый опыт в кино Сергея Эйзенштейна, главного режиссера советского авангарда, «Дневник Глумова». Киновставка в экспериментальный спектакль по пьесе Островского. Опыт пантомимы сильно помогал актерам немых фильмов, где эмоцию нужно было выражать телом. Во-вторых, огромное влияние имели зарубежные хиты. Учебниками киноискусства становились голливудские боевики с быстрым монтажом. Авантюрный сериал про Фантомаса или фильмы Дэвида Уорка Гриффита, прежде всего «Нетерпимость». Первыми киноопытами для многих авторов были не съемки своих фильмов, а перемонтаж для советского проката иностранных картин. Как из идеологических соображений, так и для простого уменьшения хронометража. Новые интертитры и удаленный финал превращали мелодраму о коварной богачке и слуге пролетарии в хронику рабочей революции. А плевок Д'Антона в лицо Робеспьера из-за несправедливой казни, если убрать из монтажа одного персонажа и добавить интертитр, оборачивался скупой слезой, которую стирал с щеки киногерой. Что-то похожее мы все видели не так давно, когда посредством перемонтажа Зак Снайдер превратил неудачную Лигу справедливости в эффектный и душевный эпос. Как раз из подобной работы во многом и родится советская теория монтажа, но об этом позднее. Влияние и американского кино, и театральной пантомимы чувствуются в главном авангардистском опусе начала 20-х «Необычайных приключениях мистера Веста в стране большевиков» Льва Кулешова, которого вполне можно назвать отцом-основателем советского кино. Он снимает комедию про американцев в Красной Москве с обаятельными бандитами, лихим сюжетом и погонями на фоне Кремля и храма Христа Спасителя. Быстрый монтаж и плоское изображение в интерьерных сценах полностью отрицали дореволюционные длинные кадры и глубину пространства с колоннами и массовкой. И хотя фильм заканчивается торжеством советской милиции, гораздо важнее идеологического посыла авторам вдоволь наиграться с жанром. И, наконец, на кинодеятелей молодой Советской Республики влияла и вся культура авангарда, от живописи до литературы. Писатели и художники понимали, что старый мир разрушен, а для нового устройства общества нужны радикальные и новаторские формы высказывания. Юный кинематограф как нельзя лучше подходил для того, чтобы отразить перемены, которые произошли со страной и людьми. Вот, например, как в кино пробовал себя главный советский поэт Владимир Маяковский, сумевший вполне традиционную для того времени мелодраму про любовь и смерть превратить в историю духовного пробуждения. В 1920-х эпоха железного занавеса еще не наступила. Немецкие, американские и шведские фильмы вполне свободно попадали в советский прокат, и мир был относительно открыт. В СССР даже существовала одна совместная советско-германская кинокомпания «Межрабпромфильм». Одновременно с экспериментальными авангардными фильмами процветало советское зрительское кино вроде мелодрам с Анной Стен, эксцентрических комедий с Игорем Ильинским
или приключенческих фильмов, таких как «Красные дьяволята» Ивана Перестиани, первый советский вестерн, или, как позже его начали называть, «Истерн». Все эти фильмы говорили о мире вокруг. Кроме того, множество талантливых режиссеров использовали достижения авангарда и пытались найти адекватный язык для разговора о произошедших в обществе переменах. Отношения полов и создание семьи. Проблемы с поиском работы и пропиской. Рост преступности и проституция. Все это становилось объектом рассмотрения авторов эпохи авангарда. Лев Кулешов снимает «Вашу знакомую» — драму молодой журналистки, которая полюбила женатого функционера и едва не лишила себя из-за этого жизни. Мой сын Евгения Червякова рассказывал про мужчину, узнавшего, что ребенок его жены рожден от другого. Ольга Преображенская, первая русская женщина-режиссер, создает «Баб Рязанских» — одновременно памятник русской деревни до коллективизации и высказывание о проблеме насилия над женщиной в патриархальном обществе. Сложности, с которыми в новом городском обществе сталкиваются приехавшие из деревни мужчины и женщины, описал Борис Барнетт в фильмах «Дом на Трубной» и «Девушка с коробкой». Одни из главных тем – продолжение жизни на обломках старого мира и недостатки советской бюрократической системы. А режиссер Абрам Роом создает скандальный фильм «Третья Мещанская», в центре которого оказывается менаж а труа – любовь втроем, сейчас мы бы назвали это полиаморией. Даже первый советский фантастический фильм «Аэлита» Якова Протазанова по роману Алексея Толстого, несмотря на межпланетные перелеты, футуристичные марсианские декорации, большую часть экранного времени посвящал бытовому сюжету о жизни раннесоветской Москвы. Ощутить растерянность граждан новой страны можно в фильме Фридриха Эрмлера «Обломок империи», остроумной драме о ветеране Первой мировой войны, который потерял память при царе, а проснулся через 10 лет уже при социализме. Живой и непосредственный главный герой удивляется изменившейся женской моде, не понимает, почему лысому мужчине с бородкой поставили столько памятников, а в финале сливается с коллективом, воплощая на экране социалистическую утопию, но умудряясь при этом не потерять своей индивидуальности. Кинематограф пристально и увлеченно всматривался в приметы нового быта, стараясь понять, что же вообще происходит. Руководящая роль партии в этих фильмах не забывалась, но казалась чем-то факультативным. Другим способом осмыслить реальность вокруг были документальные ленты. Уже упомянутый Дзига Вертов считал, что документальное кино лучше игрового сможет создать идеальную реальность и идеального человека. Вместе с женой Елизаветой Свиловой он монтировал снятые по всей стране кадры в журнал «Киноправда». Основанное им движение «Киноки» считало, что камера более совершенный фиксатор реальности, чем человеческий глаз. В то время как люди видят окружающий мир таким, каков он есть, камера посредством монтажа создает новое, лучшее бытие. Вертов презирал игровое кино, считая его тупиковым путем развития кинематографа. Руководствуясь этими идеями, Вертов с соратниками не только воспевают молодое советское государство, но и монтируют настоящие кинопоэмы, создавая из кадров обычной жизни полноценные метафоры. Достаточно посмотреть его «Киноглаз» со знаменитым фрагментом, в котором туша быка превращается в спокойно пасущееся животное, а хлеб обратно в зерно. С одной стороны, хитрый монтажный фокус, с другой — демонстрация, что рабочие сами создают продукты питания. Вертов заодно стоял у истоков советской мультипликации. Дореволюционные опыты Старевича с живыми насекомыми сменились рисованной анимацией, которая носила агитационный характер. Советские игрушки Вертова заканчивались превращением красноармейцев в рождественскую елку, а их врагов в игрушки. Едва ли такое стоит показывать детям. Первым советским мультфильмом для детей стал «Каток». Его визуальный стиль напоминал детские рисунки, а сюжет был политически безупречным. Бедный мальчик противостоял толстому Непману-буржую, но в основе лежала уже не агитация, а чистое развлечение.
Вехой в развитии мультипликации стала почта Михаила Цехановского по стихотворению Самуила Маршака. Простой сюжет о письме, которое путешествует по разным странам мира, превратился в парад обаятельных портретов и демонстрацию возможностей анимации, ее ритма, невозможных ракурсов и волшебной динамики. Идеология оставила свой отпечаток на жанре исторических фильмов 20-х. Авторы создавали новые мифы и переосмысляли образы прошлого. Картины из жизни царской России сосредотачивались на угнетении масс и разложении правящей верхушки. Так трактовалась русская классика. Например, «Капитанская дочка» Юрия Тарича. Здесь Швабрин – главный положительный персонаж-идеалист, поскольку присоединяется к классово верному пугачевскому восстанию. А Петя Гринев – дурачок и недоросль, который в финале попадает в постель к Екатерине II. Или «Господа Скотинина» Григория Рошаля. Финалом этой экранизации недоросля оказалось самое настоящее крестьянское восстание. Впрочем, насколько эти фильмы можно отнести к авангарду – отдельный вопрос. Но вот безусловный шедевр «Шинель» Григория Козинцева и Леонида Трауберга, которые в 1921 году создали творческую группу «ФЭКС» – фабрику эксцентрического актера. Если в предыдущих фильмах режиссеры вплетали в мелодраматические сюжеты элементы эксцентрики и клоунады, то в экранизации Гоголя они превратили Петербург XIX века в царство изломанных линий и мрачных теней. Очевидный источник влияния – немецкий экспрессионизм и «Кабинет доктора Каллигари» – первый хоррор в истории кино. Хотя сами Козинцев и Трауберг решительно это отрицали. Из Каллигари же пришли и острые ракурсы. Вот так нам показывают разницу в социальном положении между значительным лицом и Башмачкиным. Другой важнейшей точкой сборки для исторических фильмов 20-х годов была тема революционной борьбы. Общим сюжетом лент было то, что массы или отдельные герои прозревают и совершают переворот, цель которого – покончить с эксплуатацией человека человеком. Герои иногда внушают симпатию, как это было в «Новом Вавилоне» Козинцева и Трауберга. Иногда подчеркнуто идеальны, поскольку являются олицетворением всего народа. Врагами выступают карикатурные буржуа и офицеры. Вы только посмотрите на сцены с Керенским в конце Санкт-Петербурга Пудовкина. В некоторых случаях герой попросту отсутствует. В фильмах Эйзенштейна герой – масса как таковая. В «Стачке» и «Хронике заводской забастовки» он рассказывает не столько о конкретном событии, сколько о борьбе рабочих вообще. Главным примером здесь является «Броненосец Потемкин», один из самых революционных фильмов в истории. По сюжету гнилое мясо становится причиной бунта на корабле, который затем переходит в столкновение в Одессе. Эйзенштейн выстраивает повествование по оперному принципу, перемежая моменты спокойствия и хаоса. Для Эйзенштейна при работе с монтажом важен был конфликт двух кадров. Стреляющие солдаты противопоставляются обезумевшей от ужаса и кровоточащей толпе протестующих. На примере «Броненосца Потемкин» хорошо виден подход большинства авангардистов к актерской игре. Важна была типажность, а не способности, поэтому на роли часто брали непрофессиональных исполнителей. Священник, конечно, космат и бородат, судовой врач в пенсне похож на типичного буржуа, а публика в Одессе представляет собой грандиозный групповой портрет, настоящую галерею дореволюционных типажей от интеллигентки до студента. Эйзенштейн перепридумал реальные события, и в финале революционные матросы триумфально уходят от наказания режима. Не меньшим потрясением для современников была мать Всеволода Пудовкина. Там, где у Эйзенштейна масса и движение истории, у Пудовкина конкретная героиня и твердая фабула. Мать революционера начала века освобождается от оков патриархального общества. Однако это не мешает режиссеру разбавить реализм фильма финальной метафорой. Кадр с мертвой героиней сменяется весенним обновлением природы. По реке идет лед, в кадре возникают мосты, заводские трубы и бойницы кремлевских башен. Среди орлов над Сенатским дворцом веет знамя, то самое, что несколько склеек назад обронила умирающая героиня. К десятилетию революции правительство заказывает сразу несколько фильмов на праздничную тему. Главным визуальным образом 1917 года на долгое время становится «Октябрь» Сергея Эйзенштейна. Фильм стал парадом технических достижений советского кино и вовсю использовал накопленный инструментарий выразительных средств. Вот как ракурсами можно показать мощь революционеров.
Хрестоматийные кадры штурма настолько подменили реальный ход событий, что их часто используют в качестве документальной хроники. А сцену с матросами на решетке Зимнего дворца в следующее десятилетие процитируют и Михаил Ром в своей «Лениниане», и Сергей Герасимов в экранизации «Тихого Дона». Главным достижением советского киноавангарда стало использование монтажа как выразительного средства. Хотя монтаж изобрели не в советской России, именно здесь его подняли на невероятную художественную высоту, показав, как соединение нескольких кадров создает дополнительный смысл. Например, что оператора переезжает поезд. Прежде всего, нужно упомянуть знаменитый эффект Кулешова. Согласно распространенной легенде, советский экспериментатор добавлял к одному и тому же кадру лица актера разные предметы: тарелку супа, девочку в гробу, лежащую на диване девушку, и зрители считывали разные эмоции – голод, горе, страсть. Его открытие вошло в азбуку киноязыка и повсеместно используется до сих пор. Посмотрите, как можно полностью изменить эмоцию сцены, если подставить к лицу Райана Гослинга не его бывшую возлюбленную, а, скажем, кривляющегося Джима Керри. И тогда кажется, что Гослинг просто улыбается в ответ на шутку. Либо же вторым кадром можно поставить вкусную еду, и тогда мы понимаем, что Райан просто хочет есть. Эталонным примером использования эффекта Кулешова в кино 20-х стали документальные фильмы «Эсфирь Шуб». Падение династии Романовых было смонтировано из кусков дореволюционной хроники к десятилетию октября. Совмещая кадры праздников аристократов и тяжкого труда рабочих, Шуб давала понять, что Российская империя была обречена. Похожие приемы до сих пор используют создатели воскресных новостных выпусков по всему миру. Вот господа беспечно танцуют на балу, а вот как тяжело приходится угнетенному классу. Совпадение? Не думаем. Не менее важен предложенный Эйзенштейном монтаж аттракционов. Проводя аналогию с театром, Эйзенштейн говорил, что на зрительское восприятие спектакля влияет каждая мелочь. От дикции актера до цвета занавеса. Примером использования монтажа аттракционов может служить уже упомянутая стачка, в которой разгром рабочей демонстрации монтажно рифмуется со сцены убийства быка «Уберите детей от экрана». Хороший режиссер так монтирует между собой различные маленькие впечатления, получаемые зрителем, чтобы добиться желаемой эмоции. В широком же смысле монтаж аттракционов, резкая смена эмоциональных регистров сейчас встречается и в хоррорах, чтобы вы не пугались, мы отключили звук, и в супергеройских блокбастерах, где вслед за легкой шуткой идет взрыв или эффектная драка, а сразу после персонаж произносит трогательный монолог. Подробнее о разных видах монтажа мы рассказывали в отдельном видео. Важную роль в кино того времени играли операторы. 20-е — это расцвет советской операторской школы. Москвин, Головня, Тессе, Демуцкий, Кауфман, Калюжный — только некоторые из имен. Подлинной энциклопедией операторских приемов эпохи могут служить «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова и «Весной» его брата Михаила Кауфмана, снятый как ответ на первый фильм. Комбинированная съемка, использование необычных ракурсов, голландский угол, активно движущаяся камера, съемка с рук, даже скрытая камера и полное отсутствие интертитров, комментирующих сюжет. Все эти приемы нужны не только из идеологических соображений. Например, у Кауфмана священники и пьющие женщины, снятые скрытой камерой, противопоставляются детям и физкультурникам. Но также для того, чтобы продемонстрировать всесилие кинематографа, важнейшего и самого молодого из искусств того времени. Если в жизни общества будущего построено еще не было, то кино даровало возможность переписать реальность. Все это авангардное великолепие формы было прекрасно и необычно. Но рядовой зритель 20-х годов почти не смотрел подобное кино. Оно казалось ему слишком сложным для восприятия. Зрители больше ходили на фильмы вернувшегося из эмиграции Якова Протазанова, эксцентрические комедии, которые совмещали жанровую увлекательность, социальную сатиру и многие приемы киноавангарда. Экспериментальный кинематограф, создающийся от имени рабочих и крестьян, находил заинтересованных зрителей скорее среди европейского образованного класса, способного оценить новаторство, игру ума и монтажные параллели. Показательный пример — «Старое и новое» Сергея Эйзенштейна, который на излете 20-х впервые обратился к современному сюжету из деревенской жизни.
Снимая плохо известный ему материал, режиссер фактически воспроизвел все штампы советского кино про деревню. Тут и непомерно толстые кулаки, и благообразная деревенская беднота, и тракторист, больше всего напоминающий приехавшего в деревню хипстера, и внезапные авангардные виллы на месте совхозов. В эпоху начавшейся коллективизации все это смотрелось, если не совсем неуместно, то, по крайней мере, странновато. Описанная выше цветущая сложность приемов неизбежно должна была свернуться к началу 30-х годов. Власть закручивала гайки, монтажная поэтика продолжала вызывать у зрителей недоумение, да и приход звука бросал режиссерам 20-х годов вызов. На короткое время после 1929 года Великого Перелома и Советской культурной революции кино вообще захватили агит-пропфильмы. Документальные игровые иллюстрации актуального политического лозунга, который к моменту готовности картины, как правило, успевал устареть. Однако закат авангарда не случился. Выход из кризиса монтажной поэтики предложил Александр Довженко в «Земле». Бытовой сюжет о механизации украинского села и борьбы с противниками коллективизации режиссер превратил во вневременную притчу о круговороте жизни. Его удлиненные кадры больше подходили для съемок деревенской натуры, а простые визуальные образы складывались в поэтические метафоры. Хотя в «Земле» и встречались остроумные монтажные склейки в духе Эйзенштейна, Довженко предложил новый язык, с помощью которого можно было говорить о природе как полноправном действующем лице. Однако созданная в его картине мифология вызвала у зрителей скорее недоумение. Убитый кулаками комсомолец фактически воскресал в финале, превращаясь в советский аналог умирающего и воскресающего Адониса. Так, христианству, которое Довженко объявлял религией смерти, противопоставлялся коммунизм как вера жизни. Да и пришедший в кино из Америки звук недолго оставался неукрощенной стихией. И еще в 1928 году Эйзенштейн, Пудовкин и Александров написали статью «Будущее звуковой фильмы», в которой, по сути, придумали аудиовизуальный контрапункт, контраст между изображением и звуком, который рождал дополнительный смысл. Например, когда в сцене насилия включается классическая музыка, и мы понимаем, как главный герой видит в жестокости красоту. Или же контраст необходим для комического эффекта. В документальном кино этот принцип освоил Дзига Вертов. Сами названия его фильмов построены на звуковых образах. «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине». А пение и музыка от взаимодействия с монтажными образами рождали дополнительный смысл. В 1931 году учившийся у Мейерхольда Николай Эк показал в путевке в жизнь, что со звуком и в советском игровом кино работать умеют. Чего же ты хочешь? Марафет, водки и девочек. История про то, как советская власть перевоспитывает беспризорников в коммуне, устроенной на месте бывшего мужского монастыря, сочетала в себе реализм, обаятельную эксцентрику и вполне религиозную притчивость. Впрочем, Эк добился в своей картине невероятной гармонии. Беспризорники показывали ловкость рук и никакого мошенничества, а бандиты обаятельно пели. Нас на свете два громилы, оп, бери-бери-бум-бия, один я, другой Гаврила. Гаврила, правильно. И хотя от немого кино в путевке в жизнь остались интертитры, комментирующие действия и даже нагнетающее напряжение, звук потребовал другого визуального языка, длинных сцен с диалогами, внутрикадрового монтажа. А я мальчик начужбили, позабытые люди. Молодых юных лет, я сам сиротою, счастья доли мне нет. И большего акцента на актерской игре, всего того, что в 30-е станет мейнстримом. Продолжается освоение новых жанров. Игорь Савченко снимает «Гармонь», первый отечественный мюзикл.
Частная жизнь Петра Виноградова Александра Мачеретта напоминала голливудские романтические комедии. Сейчас мы ее утихомирим. У вас найдутся плоскогубцы? А темпераментная и яркая Маргарита Барская сняла «Рваные башмаки» – фильм о жизни детей в Германии, в котором речь юных героев звучала с уникальной естественностью. Сейчас я вам покажу, как пишется буква «Д». Ты умеешь букву «Д» писать? Нет. А ты умеешь букву «Д» писать? А ты умеешь букву «Д» писать? Нет. Вот смотрите. Вот палка, вот закорючка, а вот крыша. Однако с середины 30-х годов сталинская система уже желала поставить под полный контроль не только кинопроизводство и содержание лент, но и формы высказывания. Иосиф Сталин, вплотную занявшийся важнейшим из искусств, предпочитал простые сюжеты и понятные массам содержания. Эскапистские «Веселые ребята» Григория Александрова 1934 года, снятые с оглядкой на голливудскую традицию мюзикла, оказывались предпочтительнее «Гармонии» Савченко с ее подспудной критикой политических репрессий и культа личности. С другой стороны, сложные произведения также обретали популярность. Важным успехом советского кинематографа объявлялся Чапаев, братьев Васильевых, с его максимально неправильным главным героем и благородными белыми офицерами. Именно эти фильмы на некоторое время станут эталоном рассказа о современности и прошлом. Финалом эпохи оказывается закрытие фильма Сергея Эйзенштейна «Бежен луг» в 1936 году. Сложное произведение с религиозной символикой, вдохновленное неоднозначной историей Павлика Морозова, было полностью уничтожено. Остались только срезки и неиспользованные дубли, из которых позднее был собран фотофильм. В то же время происходит снятие с экранов картины Дзиги Вертова «Колыбельная». Документальный фильм, прославляющий Сталина как освободителя советской женщины, слишком буквально иллюстрировал метафору «отец народов», при помощи монтажа превращая Сталина в фактического отца советских детей. Вот мы видим женщину со Сталиным, затем короткий кадр цветов, а следующая сцена – женщины уже с детьми. Поэтическое кино в действии. На смену буйству выразительных средств и движению масс приходят статичные фигуры монархов и полководцев. Сложный разговор о новых общественных нормах подменили бесконфликтные музыкальные комедии и производственные драмы. Вместо раскованных документальных портретов города и деревни – речи партийного руководства и долгие и несмолкаемые аплодисменты. Власти больше не нужны были свободные художники. От реформаторов киноязыка требовалось стать наемными рабочими. Пудовкин начал снимать монументальные военно-патриотические эпики. Вертов больше не экспериментировал с формой. Козинцев и Трауберг создали народного героя Максима. Но к концу 30-х превратили живого трикстера в забронзовевшего партийного деятеля. Пронести дух новаций через всю жизнь удалось только Эйзенштейну, который задаст эталон аудиовизуального блокбастера Александром Невским, но не успеет довести до конца биографию тирана в Иване Грозном. 20-летние мальчишки, которые пришли в кино, чтобы избавиться от морока несвободного общества и построить на экране новый мир, оказались заложниками ими же воспетой системы. А достижения советского кино 20-30-х годов оказались невостребованными на родине вплоть до эпохи оттепели. Даже спустя десятилетия советский киноавангард продолжает влиять на мировой кинематограф. Итальянский неореализм научился у него обращать внимание на повседневную жизнь самых обычных людей. Режиссеры французской новой волны, такие как Жан-Люк Годар,
восхищались Дзигой Вертовым и продолжали эксперименты с монтажом и документальной реальностью. А массовые сцены из фильмов Колотозова, Алексея Германа-старшего или Марлена Хуцеева – все это многообразие попадающих в камеру лиц – прямое продолжение традиции авангардистов. Клиповая эстетика MTV во многом выросла из монтажа аттракционов. А сегодняшние блокбастеры своей драматургии боев и смены темпа ритмов обязаны открытием Эйзенштейна. Наконец, просто пересмотрите эту сцену из «Неприкасаемых» Брайана де Пальмы. Или финал «Апокалипсиса сегодня» с убийством быка, как в «Стачке». Советский авангард был больше, чем породившая его эпоха. Социальный заказ, коммунистические принципы, цитаты из Ленина и Троцкого – все это ушло, оставив главное – братство, веру в человека, любовь к жизни и искусству и страстную надежду на скорое чудо. И хотя вместо чуда пришли репрессии и война, надежда не заканчивается, пока не заканчивается жизнь. С этим утверждением согласились бы многие авторы авангарда.